Всем привет! У нас сегодня Брешия Реджана, серия Б, борьба за выживание. Я в Милане, ехать Брешию час. В Брешию путь лежит мимо Бергамо. Когда едешь мимо Бергамо, тут можно наблюдать, как взлетают самолеты, и часто это очень красиво. Брешия, кстати, стадион без крыши, поэтому не хотелось бы, чтобы там был дождь сегодня. Вот такие вот виды по дороге из Милана в Брешию. А там уже виднеются Альпы. Дорога из Милана в Брешию мимо Бергамо стоит 7 евро, но есть еще дорога за 17 евро, тоже из Милана в Брешию. Ну, вот так вот в Италии разные цены на разные платные дороги. На указателях обычно есть самая главная информация, как проехать к стадиону. Я уже в Брешии. В матчах серии Б практически те же сложности, что в матчах серии А. Тяжело найти, где припарковать машину. Видели где-то регулировщика со щитом? Посмотрите, какой кортеж. Как я понимаю, это привезли фанатов Реджаны. Реджана — это команда из города Реджо Эмилия. Они играют на том же стадионе, что и Сассуоло. Первые два автобуса — это, видимо, те, кто приехали на междугородних автобусах из Реджо Эмилии. А вот эти три автобуса, это, как я понимаю, те, кто добирались на своем транспорте, они приезжают на специальную гостевую парковку, и оттуда их везут в сопровождении на гостевые сектора, которые, я уверен, что сегодня будут абсолютно полные. Их даже 4, видите, вот они как бы говорят, что они думают о местных жителях, они думают, что я из Брешии. В Брешии, кстати, есть метро. Я не раз приезжал сюда на электричке и потом добирался до стадиона на метро. Тоже удобно. Брешия не маленький город, тут 250 тысяч населения. Короткая дорога к моей трибуне прямо, но тут полиция все перекрывает, чтобы мы никак случайно не пересеклись с гостевым сектором. Вот так вот выглядит дорога к стадиону Брешии. Висят итальянские флаги, чьи-то частные дома. Ну, вот там вот было предыдущее перекрытие, но чтобы случайно не пересечься с гостевыми фанатами, я обходил пол Брешии, мне кажется, только что. И вот уже виднеется стадион Брешия. Вот есть ворота, в которые, казалось бы, хотелось бы зайти, но нет, надо идти вот в ту вот очередь, стоять со всеми. Напротив стадиона люди за мир, а вот в Болонье против Ювентуса. Предстадионные кассы закрыты, потому что все билеты были раскуплены онлайн. Конечно же, сегодня sold out, потому что сегодняшний матч невозможно переоценить. Он супер важный для Брешии. Это последний матч серии Б, и Брешия сегодня может покинуть серию Б. Она борется за выживание, и борется Брешия за выживание с такими командами, как Сампдория, которая очень крутой клуб, Салернитана, которая в прошлом сезоне была в серии А, Фрозиноне, которая в прошлом сезоне была в серии А. Ну и сама Брешия еще недавно была в серии А. То есть, понимаете, от серии А до серии С, в серии Б не так уж долго некоторые держатся. Но все 4 команды могут и остаться. Но любая из них может и вылететь. Конечно же, сегодня солд-аут на домашних трибунах, но вся эта очередь, потому что кто-то придумал проверять имена в билетах в Италии перед тем, как люди попадают на стадион. До матча 25 минут. Перед стадионом можете купить себе мерч Брешия. Проверка имени пройдена, но на старых стадионах помимо проверки с именем есть проблемы со входом. Мало входных гейтов, 15 минут до матча, и все стоят в очереди, чтобы попасть на стадион. И неизвестно еще, успею ли я на начало, но начало должно быть эпичным, по идее. Вот эта вся толпа должна пройти через 8 крутилок, а делают они это медленно. Кто-то не подготавливает билет заранее, у кого-то плохое качество, кто-то не ставит яркость на максимум. А крутилок всего 8. Поправка, крутилок 7, а не 8. В общем, я пропустил вперед женщину с 2 детьми, и именно эта ошибка, ну, ошибка или моя доброта, я не знаю, может стать фатальным тем, что я не успею на начало. На пару секунд опоздаю. Короче, я знал, она минуту уже не может просканировать код. А я стою, а сейчас уже будет перформанс. Ну, посмотрите, что происходит. У нее плохой скрин. Ну, в общем, легкий обыск, но женщина еще стоит. Я перед ней проскочил, все ради вас. Потому что, вот видите, люди могут на минуту задерживать, на 2 эти гейты. Понимаете, да, конструкция этого стадиона, вот такой вот, наборной, можно сказать. И вот мы поднимаемся на трибуну.
Вот там вот трибуна Ультрас Брешия, а вот там вот трибуна гостей из Риджаны. На домашней трибуне просто яблоку негде упасть. Команды выходят на поле. Тут фанаты разделены на две группы. Одна группа активных фанатов на центральной трибуне, ну и курва. Перформанса нет, но все равно на трибуне очень красиво. И посмотрите на этот вид за трибуной. Трибуна фанатов Риджаны тоже полная, несмотря на то, что Риджана решила все свои турнирные задачи и точно не вылетает. Все равно они приехали с Реджо Эмилия поддержать свой клуб. Посмотрите, как они задымили все. И еще перед игрой команда побежала поприветствовать своих фанатов. А там люди еще стоят, ждут. Ну, может, ко второму тайму попадут. В Италии бывает так задымляют стадионы, что матчи приходится останавливать, чтобы дым прошел. Это мог бы стать мой 93-й стадион, но нет, потому что я тут уже был 8 раз, и он посчитан. Я был, когда Брешия сражалась с Монцей за промоушен. В общем, я на Брешии гость нередкий. Начали матч. Удачи Брешии. Вот я, кстати, запоминаю некоторых фанатов. Вот этот парень в очках, я 3 года назад с ним был на этой же трибуне. Ну, не с ним, просто рядом. Я запомнил его, и вот он сегодня тут же. Курва Норд Бреши не умолкает ни на минуту. Ну, хотя это Курва Норд, говорят друзья их, футбольный клуб Милана, не Интер. Фанаты реагируют буквально на каждое движение, на каждое событие на поле. Когда-то играл за Брешию и выходил на это поле знаменитый Роберто Баджо, Пеп Гвардиола и еще огромное количество звезд играли за Брешия. Это уже 7-я минута матча. Кстати, билет на матч сюда мне стоил 23 евро. Не забили в пустые ворота, люди недовольны. Ну, как вы видите по флагам, Ультрас Бреши очень воинственные. Ну, вообще, Бреши это север, как я понимаю, тут сосредоточена военная мощь Италии. Всякие базы, я думаю, тут находятся, потому что локация такая. Ну, и это накладывает свои отпечатки. 23-я минута. Люди все еще продолжают стоять в очередях до входа на серию Б. Бреши выходит вперед. 1-0. У нас еще 2 гола решили на нашей трибуне подзажечь. Там становится еще горячее. На стадионах, где такие сборные трибуны, фанаты очень любят стучать по ним и создавать шум. К 26-й минуте вроде зашли все желающие. Дым продолжает окутывать поле. Эту тему с шарфиками в Италии любят везде делать. Все поднимают шарфики свои, поют. Потом все их крутят. Это какой-то вертолет напоминаешь. Они сейчас взлетят на своих шарфиках. Тут до сих пор много людей в футболках Баджо. Причем, ну, я думаю, эти люди видели его лично тут на этом поле. На последних секундах первого тайма Риджана сравнивает, и счет становится 1-1. Посмотрите на эту просто тишину на этих трибунах. Ну, весь матч, ни секунды не было тишины, ни тут, ну, ни уж тем более там. И тут все, такое молчание, потому что этот матч очень важный для Брешия. Зато там радуются и там горячо. Хотя для них этот матч ничего не значит. Но это принципиальное соперничество, понимаете? Чтобы именно они опустили Брешию в серию С. Вот, развели и сразу дали свисток, потому что реально оставались секунды. Все недовольны, но на перерыв уходим при счете 1-1. Но поддержка даже в момент ухода игроков на перерыв. Хотя все хотят, я думаю, пойти отдохнуть. В перерыве все внимание на таблицу серии Б, потому что все матчи сейчас идут одновременно. И от результатов каждых зависят результаты остальных.
Конечно же, на стареньких итальянских стадионах вас везде ждут очереди. Кола 4,50, пиво 5. В общем, цены примерно как на Сан-Сиро. Я бы с радостью что-то купил перекусить, но учитывая эти очереди, видимо, придется поголодать. Ну, по ситуации к перерыву Брешия будет играть за стыки на понижение. Но у них еще есть второй тайм, все перевернуть. Начали второй тайм. Видите, в баре никто не задержался. Все оказывают полную поддержку клубу. Вот это все, кстати, люди сидят на лестнице. Так все хотят на серию Б. Вот видите, у них тут есть группа по центру, у которых свое движение. То есть сейчас ни у кого шарфиков на стадионе нет. А у них пока шарфики, флажок свой заводящий. Ну просто они как такие центристы центровые. А там более, видимо, праворадикальные. И они разошлись во взглядах, поэтому на разных трибунах. Ну, у этих парней, как вы видите, тоже вполне может быть горячо. То есть у них тут своя пиротехника, все свое. Ой, перформанс, можно сказать. Брешия забивает. 2-1 просто. Все запасные выбежали. Люди счастливы. Все ликуют. Это еще не конец, но шансы явно увеличивают. Если Брешия оставляет себе победу, то они точно сохраняют прописку в серии Б. Для них это очень важно. Закончили 2-1. Брешия остается в серии Б. Сегодня в Брешии большой праздник. Сразу, посмотрите, футболисты первым делом побежали к своим фанатам праздновать вместе с ними. Потому что у них очень крепкая любовь. Брешия, кстати, рекордсмен по количеству сезонов, проведенных в серию Б. И они продолжают свою рекордную серию. Потому что если бы они упали в серию С, то это было бы уже больно. Говорят, серия С такое болотце, что оттуда уже мало кто поднимается. А вот это, как я понимаю, послание хозяину клуба, потому что уже который год Брешия, клуб с такой историей, балансирует на грани вылета. А им хотелось бы, чтобы Брешия все-таки балансировала на грани подъема в серию А. После матча растянули баннер с каким-то игроком. Ну, вряд ли это Баджо. Но тут много легендарных игроков было. Празднования продолжаются. С зонтиками какими. Жана тоже со своими фанатами. Им нечего стыдиться. Они не довели себя до такого риска, как Брешия. Игроки пришли поблагодарить и нашу трибуну. Тут у них, кстати, тоже отдельная группа поддержки. Фанаты Брешии напоследок свистят футболистам Реджана, когда те покидают поле. Ну а фанаты Реджана их поддерживают. Ну а футболисты Брешии подходят благодарить в каждый уголок своих фанатов. Вот понесли кому-то футболку. Вот эти все люди, которые стоят внизу, это просто стоящие места. Там нет никаких трибун. Просто можете прийти и постоять. Так, там прям, видимо, может, фанаты недовольны чем-то, потому что там прям похоже на какую-то заварушку. Эти полетели стюарты. Зовут на помощь. О, вот человек просто в трусах уходит. Знаете, все готово отдать своим фанатам. Кто без футболки, кто без шорт. Вратарь, кстати, тоже, походу, в трусах уходит. Ну а там он в конце сделал такой сейв, что просто кто-то из футболистов подбежал его целовать, пока тот лежал. Вот видите, после матча еще игрок общается с фанатами. Выясняют ситуацию в клубе. Командное фото в конце. Но, вы знаете, атмосфера такая, как будто бы они что-то серьезное выиграли, а не просто стали в серии Б. Смотрите, прошло уже много времени после матча, а трибуны еще, почти полные. Потому что, видите, как-то в Италии не принято уходить с трибуны раньше, чем уйдут с поля футболисты. Но уже даже футболисты давно не на поле, а фанаты все еще на трибуне. Хотя выйти с этого стадиона явно проще, чем зайти. Ну и напоследок фанаты решили выразить свое отношение к Реджане. Фанаты Брешия вообще как-то не спешат расходиться. Ну и тут тоже продолжается праздник.
Ну а там, понятно, парней часа 2 будут держать, учитывая агрессивность настроений в Бреше. По результатам этого тура уже известно, что серию Б покинет Сампдория. Чуть обидно, потому что генуэзское дерби, когда Сампдория играла с Дженуа, ну это, наверное, одно из лучших дерби, которые я видел. Это явно лучше, чем дерби Турина и очень многих других городов. Там было очень атмосферно. Кстати, выпуск из Дженуа у меня есть. Это был обычный матч, а на дерби там вообще огонь. Ну и фанаты Сампдории тоже крутые. Они, ну, в принципе, не особо проигрывали фанатам Дженуа. Так что теперь, когда Сампдория в серии С, это дерби становится совсем маловероятным. Если в этом сезоне или в прошлом, по-моему, еще было кубковое дерби у них, то дальше вряд ли. Покидаем стадион Бреша. Стадион Марио Ригамонти открыт в 1959 году и вмещает 16 700 зрителей. Но все же как жизнь переменчива. Еще недавно Бреша была в серии А сейчас они с трудом сражаются, чтобы не упасть в серию С. Вот это прямой путь к машине, тут 2 квартала было бы. Но он перекрыт, хотя гостевые фанаты сидят на трибунах. Но все равно нас не пускают там пройти. Сейчас будем обходить полбреши. Конечно, праздник продолжается за стадионом. Ну и думаю, в центре сегодня будет большое празднование. Люди ездят с высунутыми в окнами флагах. В общем, празднуют как победу. Ну это реально сегодня была победа. И как обычно в Италии, да и не только, футбол заканчивается в кебабной. Вот такую вот тарелку с фалафелем и питой можно взять за 7 евро. Вот эта вся полиция, что на стадионах, мне кажется, они часто приезжают с других городов, потому что я регулярно вижу, как они по трассе выезжают откуда-то после матчей в другие города. Я уже в Милане, рад вашим комментариям, не забудьте лайкнуть, подписывайтесь, если еще не подписаны. А я уже через 6 часов выезжаю на финал Кубка Италии. Будет интересно. Спасибо за просмотр.